Начнем с того момента, который вчера все пропустили в обсуждении еврейских погромов на Кавказе. А ведь момент на самом деле очень важный. Вспомним прошлое. Как происходили погромы в старые недобрые времена в Российской империи? Все знали, что в таком-то квартале на такой-то улице живут евреи. Что эта лавка принадлежит Мойше, а та Иосифу. Евреи были небольшой, очень обособленной, но заметной частью общества. С ними существовали какие-то отношения, конфликты. Была какая-то вполне реальная межэтническая и религиозная рознь. Единственная причина, почему вчерашний день не закончился большой кровью, заключается в том, что погромщики, искавшие евреев, обнаружили, что совершенно без понятия, кого они ищут, где следует искать и как понять, что нашли. Написано «Еврейский культурный центр», ему же хуже, что признался. Погромщики в Дагестане пошли не за соседом, не в еврейский квартал, они поехали в аэропорт. Правда в том, что если первый еврей, который приходит вам в голову, это пассажир рейса из Тель-Авива, то вы не антисемит. У вас просто вместо мозгов программа телепередач. На самом деле, если на секунду перестать ужасаться, а посмотреть немножко со стороны, то произошедшее накануне довольно типичное отражение нашего режима. А именно того совершенно виртуального мира, который наш режим создает. В этом мире ненависть к евреям не нуждается в евреях. Она продукт самоценный и поставляется пропагандой в полном комплекте. Вот есть какие-то евреи, они почему-то враги. Вчера врагами не были и завтра не будут, они враги сегодня. Инструкции, что делать, к этому утверждению не прилагается. Надо просто ненавидеть, желательно не вставая с дивана. Место евреев в этой формуле может занимать кто угодно. Американцы, либералы, геи. Это все несуществующие люди. Это персонажи бесконечного сериала, посредством которого пропаганда конструирует реальность. Сериал этот подобен бразильской мыльной опере. Те, кто застал телевидение 90-х, наверняка помнят неповторимую сценарную манеру тех драматических опусов на 300 эпизодов. Когда 20 серий подряд нагнетается интрига, а затем следует мощная кульминация. Все злодейки разоблачены, все интриги раскрыты, все разлученные близнецы узнали друг друга, кому надо вышел из комы, кому не надо в кому впал. Возлюбленные встретились, справедливость восторжествовала. И миллионы пенсионерок нашей большой страны в слезах и в прединфарктном состоянии. А потом выходит новая серия, и как будто ничего и не было. Те персонажи ведут себя так, будто не их жизнь на медне перевернулась с ног на уши. Будто не помнят, что Патриция на самом деле любит Роланда, а с Марио встречается только ради денег. С одной стороны, десятки миллионов телезрителей с вожделением ждали каждой новой серии. В назначенное время все лавочки у всех подъездов в стране разом пустели. Но с другой стороны, все знали, что можно спокойно пропустить серии 50 и не потерять ни одного сюжетного поворота. Точно так же и наш режим. Его друзья, его враги, его цели, желания, наборы тезисов – все это просто очередной подсюжет. Он не связан с предыдущим подсюжетом и не будет связан со следующим. Был, например, русский город Херсон, и нет русского города Херсона. Вы были в Херсоне? Может быть, собирались там побывать? Нет? Ну и хрен ли вам тогда разница, какой флаг там висит? В каком-то смысле Херсона никогда не существовало. Есть одноименный город в Украине, а есть сюжет, над которым прошлым летом нужно было пускать слезу гордости и умиления, а сейчас нужно забыть, потому что все вокруг давно уже забыли. Это шоу, в котором все не по-настоящему. Ничто не имеет значения, однако в любой момент может стать смыслом жизни. С одной стороны, такой формат дарит нашему режиму невероятную гибкость. Если с захватом Киева получилось не так, как ожидалось, то кто сказал вообще, что нам нужен Киев? Мы тут вообще-то против геев и трансгендеров воюем так-то, и против сатаны. С другой стороны, начальство всякий раз до ужаса удивляется, когда кто-то умудряется всерьез поверить телевизору, а тем более что-то по этому поводу сделать. Ну какие еврейские погромы? Вы где этих евреев-то видели, болезненные? Вас вообще не смущает, что мы тут 1,5 года боремся с украинским нацизмом, а ненависть к Израилю вам продает Владимир Рудольфович Соловьев? У нас тут просто интермедия, минутка исламского антисемитизма. Мы же ни в Бога, ни в черта не верим. Нам что Хамас, что Цахал. Послезавтра забудем обоих. Удержание этого баланса делает задачу пропаганды очень непростой. Ведь надо все время держать граждан в состоянии легкого сумасшествия.
Мозги должны быть постоянно набекрень. Там враги, тут враги. Парализующее волю ожидания чего-то ужасного должно продолжаться нон-стопом. Граждан нельзя выпускать из фантазийной вселенной подросткового фанфика, где нацисты, евреи, англосаксы, масоны и Билл Гейтс борются за господство над миром. Состояние российского публичного поля, будто все грибов объелись, это не баг, а фича. Таков закон жанра авторитарной пропаганды. В этом ее отличие от пропаганды тоталитарной. Нафиг не нужно внушать публике какую-то внятную доктрину, какие-то убеждения. Достаточно превратить мозг слушателя в кашу, где нет правых и виноватых, начала и конца, правды и лжи. Где единственное, за что можно ухватиться, правильная версия на сегодняшний день. Но при этом крайне важно не перестараться. Если слишком долго и слишком активно долбать в одну точку, то виртуальные персонажи возьмут да и оживут. И кто-то взаправду отправится искать на неведомых дорожках следы невиданных евреев. А может, Путин тем временем решил вручить главному раввину Берлу Лазару второй орден за заслуги перед Отечеством? Первый-то уже есть. Может, уже завтра объявят месячник всероссийской юдофилии. И как-то тогда не очень хорошо, не очень красиво все это склеивается. Сейчас многие, включая самих авторов всей этой теории, считают, что наш режим за 1,5 года проделал путь от диктатуры обмана к диктатуре страха. Что нельзя больше называть его информационной автократией. Что теперь это взрослая полноценная деспотия, которой не нужно никого обманывать, потому что она всех успешно запугала. Но мы явно видим, что это не так. Даже при законодательстве военного времени, позволяющем сажать кого угодно за что угодно, политические заключенные — это все еще эксклюзивный статус. Количество узников совести измеряется уже сотнями, уже многими сотнями, но пока не тысячами. Для решения любой задачи, хоть имитации широкой поддержки всего на свете, хоть поставки солдат на фронт, главным инструментом по-прежнему является не силовой аппарат, а гигантская машина по запудриванию мозгов. Представьте себе настоящую деспотию, которая решила повоевать и объявила мобилизацию. Но вместо показательной посадки всех, кто сразу не прибежал в строй, она стыдит уехавших песенкой Ольги Бузовой. А вместо того, чтобы закрыть границу и отобрать у всех паспорта, у всех военнообязанных, она уже целый год скулит по телевизору, до какой степени сбежавшие граждане ей безразличны. Мол, во-первых, еще сами приползете, во-вторых, мы их тут всех сразу посадим, в-третьих, обложим налогами, в-четвертых, создадим новые рабочие места и примем с распростертыми объятиями в-пятых. И это легко объяснимо. Если понимать, что единственная цель нашего режима не завоевание Киева и не бадание с НАТО, а его единственная цель — это сохранить себя. Не переродиться во что-то другое, а прежними методами отвечать на новые вызовы. Прежними методами войну не выиграть. Но можно удерживать людей в состоянии апатичного помрачения, переключая их внимание с одной выдуманной темы на другую. Бесконечная ажитация, торговля ненавистью ко всем и во все стороны позволяет тянуть время. До европейской зимы, до американских выборов, до любого чуда, которое позволит вырулить из ситуации с минимальными издержками. 20 лет тактика в ожидании работала. Путин просто пересиживал проблемы. И расчет сейчас именно на это. Сдохнет Ишак или Падишах, что-то случится, что-то поможет, как-то отпетляем. Главное выиграть время, главное прожить еще один день. Да, сейчас мы видим, что башня-излучатель начала сбоить. Слишком долго пропаганда упивалась кровью, слишком долго вгоняла общество в психоз, и телевизионные сюжеты вдруг стали оживать. Толпы погромщиков открыли охоту на евреев. Но это по-прежнему не значит, что антисемитизм, гомофобия и прочие формы ксенофобии теперь часть государственной политики или органический запрос общества тем более. Нет никакой политики и никакого запроса. Просто время теперь играет против Путина. Просто 1,5 года эмоциональных качелей между страхом и ненавистью, между угрозой мобилизации и новым списком врагов каждый день — это слишком много для людей. И где полыхнуло-то? Полыхнуло на Северном Кавказе. Там, где война — это не абстракция. Там, где у каждого почти наверняка есть воюющий родственник, где почти каждый побывал на похоронах. Пропаганда до сих пор работает так, словно перед ней люди на диване. Публика, которой ничто из сказанного вживую не касается, которая лишь потребляет бесплатные эмоции. А нервы сдали у тех,
кого окружает вполне реальная смерть, и кто точно знает, если государство и решит кого-то убить, то их в первую очередь. Сейчас действительно параллельно существует две России. Есть Россия, для которой ничего не изменилось, разве что в лучшую сторону. Это пропагандисты, это те, кто спускает пропагандистам методички. Эти бездельники и дармоеды, живущие в мире чистых абстракций, расписывающие график производства лапши на следующую неделю. У них все хорошо. Бюджеты выросли, тейк в Бучере хуже не стал, рейсы в Дубае из Москвы 20 раз в день. А кто рангом пониже и под санкции не попал, для них аэропорт Стамбула, как прежде, открывает весь мир. Из этой России невозможно разглядеть другую. Ту Россию, которую уже 1,5 года держат в состоянии близком к истерике. Ее не видно в соцопросах, которые в военное время утратили остатки смысла. Ее не слышно в общественной дискуссии, потому что содержание этой дискуссии определяется все той же пропагандистской чепухой. Другая Россия вдруг просто взрывается. В один момент выясняется, что нынешний зритель не тот, что был раньше. Что теперь он устал, озлоблен, запуган до такой степени, что тупо ищет способ сбросить напряжение. И это становится полным сюрпризом. Прям видно эту растерянность. Мы же ничего такого не имели в виду. Евреи с их государством — это же просто враг недели. Вы что такие серьезные, народ? А они серьезные. Потому что это в кабинетах на Старой площади все не по-настоящему, все в шутку. Все не то, чем кажется. Для обитателей кабинетов еще идет бразильский сериал, где Роберто может уйти от Энрике к Бруно, просто потому что сменилась сценарная группа и не по какой-то другой причине. Российское же общество находится в довольно фиговом состоянии. Оно не без оснований ждет от государства любого подвоха в любое время. Все прекрасно понимают, что их настоящая, не телевизионная жизнь может в один момент навсегда измениться. Тем более, когда речь заходит о республиках, куда каждый день с безумной и бессмысленной войны в Украине поставляются настоящие трупы. И они точно не воскреснут по воле сценаристов. Понятно, что разжигание ненависти не является для российского режима самоцелью. Гражданская война ему не нужна. Это лишь инструмент для поддержания динамики в бесконечном телешоу, каковым является российское государство. И авторы этого шоу еще не поняли, как далеко они зашли. Мы наблюдаем сейчас не бодрый тоталитаризм. Мы наблюдаем нашу привычную информационную автократию, которая старыми методами пытается выжить в новых условиях. И всякий раз с изумлением обнаруживает, что методы эти дают результат, обратный ожидаемому. Разжигание ненависти должно развлекать зрителя, давать ему повод для разговоров на кухне и тему для срача в интернете. Разжигание ненависти должно подменять реальность, уносить из мира микрокредитов на еду в мир успешной борьбы с могущественными врагами. Оно не должно становиться реальностью. Призывы сжигать евреев и выгонять евреев – это попытка отвлечь людей от мысли, что виной всему происходящему один пожилой мужчина, который хочет из Кремля только вперед ногами уехать. Но если зрители перестанут послушно кивать гривой и грозить невиданному врагу в пустоту, а впрямь начнут сбиваться в зондеркоманды и чинить самосуд, то страна развалится быстрее, чем ЦИК напечатает итоговый протокол президентских выборов. Даже настолько мощный стресс, как война, не трансформировал наш режим во что-то другое. Вороватые пиарщики не переродились ни в свирепых генералов в кирзовых сапогах, ни в большевистских комиссаров с наганами. Они остались собой, людьми, которые одной рукой выписывают чек для сына за новый семестр в Принстоне, а другой тычут людям с зарплатой в 20 тысяч рублей на НАТО, что хочет отобрать их природные недра. Это режим агрессивных конформистов, которые заняты только дележом ресурсов между собой. У них вообще нет цели кого-то убить, например, евреев. У них в голове просто отсутствует связь между сказанным и случившимся. Теперь им явлено в натуре. Старые методы управления в новых условиях дают очень опасные сбои. И это не значит, что они изобретут что-то новое. Ведь ничего другого у них за душой нет. Страна за эти 1,5 года изменилась безвозвратно, а режим не изменился. И штурм аэропорта в Махачкале – это лишь первый симптом, насколько они друг другу не подходят, насколько не к месту на коровье седло. Настолько не к месту, что автократия движется не к тоталитаризму, она едет в failed state. Именно так называется захват аэропорта неуправляемой толпой в поисках евреев. Гробят ли они себя своей неспособностью к адаптации? Приближают ли перемены? Безусловно. За очень короткий срок режим дважды своими руками создал проблему,
которая чистым чудом не вылилась в большую кровь. Первый раз был с Пригожиным. Но по-настоящему плохая новость в том, что общество они гробят гораздо быстрее, чем себя. До завтра. Приглашаем вас на живые выступления Максима Каца. Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика, а во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Берлин, Прага, Лимассол, Амстердам, Вена, Тель-Авив, Цюрих, Париж, Рига и Милан. Билеты на сайте maximkatz.com.